Всем привет! Вы на канале SuperKit. В этом видео хочу показать одно очень интересное на вид устройство, которое я случайно увидел на Алике и о существовании которого я даже не мог представить. Ну и естественно протестировать его возможности. В комплекте есть SATA кабель и кабель питания данного расширителя портов SATA. Я лично не испытываю недостачу портов SATA, но тем не менее мне интересно, как работают разные платы расширения. Именно поэтому я уже тестировал адаптер PCI-Express X1 в SATA 3. Как уже понятно из увиденных разъемов, его смысл это из одного SATA разъема сделать несколько. В данном случае 5 штук. То есть выигрыш в возможности подключения еще 4 дополнительных устройств. Сама платка относительно небольшая, имеет отверстие для крепления в корпусе. Если представить, что нужно подключить еще больше накопителей, чем есть разъемов SATA, то вырисовывается смысл такого устройства. Насколько это оправдано, исходя из скоростей, я и предлагаю проверить опытным путем. Устройство продается в разных вариациях. Есть с питанием под флопик, как у меня, есть с питанием обычного SATA. Также добавлен разъем для питания по USB. Есть с поддержкой SATA 3, в моем случае максимально поддерживается SATA 2. Есть с радиатором на чипе, а есть без него. И вот я собрался выяснить оправданность этого устройства, собрал накопители, которыми я хотел тестировать общую скорость, но для начала подключил только один винчестер и сразу понял, что что-то не так. BIOS очень долго проходил инициализацию устройств, а закончилось тем, что подключенный единственный на пробу винчестер не обнаружился. Он не просто не определился корректно, он никак не обнаружился, что можно видеть в соответствующем разделе BIOS. Предположив, что так может быть из-за разъема, к которому подключил, стал перебирать разъемы и нашел вариант, когда винт определился и даже без проблем с него загружалась винда. Касательно чипа, он очень греется при таком подключении. Мой пирометр не берет температуру от него, может быть потому, что он черный и шероховатый, и те незначительные лучи, которые отражаются, сильно рассеиваются. Но чип очень горячий и палец невозможно держать, хоть при этом показывает до 40 градусов. Проверка на другом компе также не увенчалась успехом. А методом перебора портов, к которым подключал винчестер, обнаружил, что он определяется только в единственном случае, когда подключаю к среднему разъему. При этом горит индикатор питания и явно корректно работает индикатор, свидетельствующий об обращении к винчестеру. Да и сам винт работает нормально и винда грузится. Если честно, то первое, о чем я подумал, это не о том, что получил брак, а о том, что есть какая-то несовместимость. Полез читать и наткнулся на разные комментарии. Например, один пользователь пишет, что у него заработало только с одной из 4 системных плат, а еще один полностью объяснил причину. Она заключается в том, что порт SATA на плате должен поддерживать опцию SATA мультипорта или RAID контроллера, то есть быть готовым размножать порты SATA таким образом. Очевидно, что большинство пользовательских устройств это не поддерживают. Есть контроллеры PCI-Express SATA, к которым можно подключить данный разветвитель. Но это дополнительные растраты, и такая схема реализации должна быть прямо очень нужна, чтобы тратить такие суммы в совокупности. В моем же случае стало понятно, что подключать более одного устройства смысла нет. Тем не менее, имея на руках адаптер PCI-Express SATA 3, я также решил подключить через него. Опять пробую один жесткий диск, снова его подключаю в разъем расширителя, через который он ранее не работал, но теперь уже, когда это все подключено к адаптеру PCI-Express SATA 3, винчестер без проблем определился. Это уже совсем другая картина, которая не может не радовать. Поэтому я решил не терять время и подключил все 5 устройств сразу. И, о чудо, они все обнаружились. Причем, что вполне естественно, в BIOS в разделе устройств на внутренних SATA разъемах нет ни одного, потому что туда ничего не подключено. А вот в разделе, где выбирается порядок загрузочных дисков, видны все 5 накопителей. Поэтому я выбрал диск с виндой и поспешил к загрузке. Однако в таком режиме винда отказалась грузиться. Скорее всего, как-то не так был понят файл-загрузчик.
таком режиме, кстати, температура чипа показывается опять такой же, но при этом уже не обжигает палец. Видимо, корректная работа не нагружает микросхему. Загрузочный винт был мною переподключен к свободному второму SATA 3 порту на адаптере из PCI-Express. В этот раз, хоть и осталось всего 4 устройства, операционная система загрузилась без проблем. А вот несмотря на то, что все диски инициализировались BIOS и адаптером PCI-Express SATA 3, в самой винде я увидел лишь 2 устройства. Это диск с виндой и лишь один из 4 оставшихся накопителей. Причем именно тот, который снова подключен в порт SATA посередине. Еще один локальный диск, это RAM-диск, он не настоящий. Не имея возможности еще как-то по-другому подключить все эти переходники и адаптеры, стало понятно, что дела не будет. Учитывая теперь уже информацию о совместимости, я не вижу практического смысла в данном девайсе вообще. Если вам нужны будут порты SATA, лучше купите адаптер PCI-Express SATA 3. Его обзор работы был у меня на канале. Он хоть и на меньшее количество портов, но зато и дешевле стоит и точно работает с любой материнкой. Если честно, то я изначально к данному устройству был настроен негативно. Из-за суммарной скорости всех устройств, которая бы все равно упиралась в пропускную способность одного порта SATA, а в моем случае SATA 2, так как именно этот расширитель поддерживает только скорости SATA 1 и SATA 2. Но просто хотелось показать и самому посмотреть, что бывает и такое. Почему я купил тогда, не разобравшись? Да потому что я думал, что будет работать без проблем. Установив страницу с автоматическим переводом на русский язык, просто не смог получить информацию о правильной работе, так как мне это некорректно перевело. Вот так выглядит эта фраза в автоматическом якобы переводе на русский. А вот так это выглядит в оригинале на английском без перевода. И в оригинале уже видна информация в правильном виде, из которой видно, что нужно условие в совместимости. Докупать еще что-либо, чтобы в итоге запустить данный SATA host контроллер, я не стал бы, потому что это еще больше снизит целесообразность получившейся конструкции. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!